Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонфострой. Геотекстиль. Что это такое и как используется при строительстве и в ландшафтном дизайне? Многие хотели бы знать, геотекстиль, что это такое и как используется. Это связанное или тканое полотнище, которое характеризуется значительной прочностью. Материал создается методом сплетения нитей из разного полимера под определенным углом. Полотна предоставляются производителями в рулонах, причем плотность материи может быть разной. Большое число положительных качеств помогает геотекстилю быть универсальным сырьем. Геотекстиль, что это такое и как используется в разных сферах. Прежде чем покупать геотекстиль, необходимо определиться, что это такое и как используется. Это продукт, представляющий собой тканые и нетканые полотна, которые создаются из компонентов полипропилена и полиэфиров. Первоначально данный материал использовался только для дренажных сооружений и возведения строительных объектов, но затем его стали применять для бытовых и производственных целей. Полотнище производится в разных объемах и бывает разных видов. Ткань реализуется в рулонах шириной от 2 метров до 5,5 метров. Длина может быть от 40 до 150 метров. Характеристики сырья могут иметь различия в зависимости от его видов, но некоторые характеристики одинаковые для всех типов продукции. Предохраняет от грызунов и насекомых, отличается эластичностью, обладает длительным сроком службы, не поддается воздействию коррозии и загнивания. При мощном воздействии целостность материала не нарушается, он просто подтягивается. Геотекстиль устойчив к разнообразным процессам и химическим влияниям, которые происходят в почве, но такая ткань пропускает воду. Использование в дорожном строительстве. Данный материал актуален во многих областях строительства. Ответ на вопрос «Геотекстиль, что такое и как используется» многим помогает решить многие бытовые и промышленные проблемы. В дорожном строительстве полотно используется при создании основы под будущую дорогу. С его помощью можно сделать эластичную и прочную основу, которая отличается стойкостью к внешним воздействиям. При этом увеличивается срок службы дорог и отпадает частая необходимость в ремонтных работах. Продукция используется для прокладки пешеходных дорожек из плитки или брусчатки, для усиления склонов дорог и для укладки дорожного покрытия. Также в дорожном строительстве полотнище применяется для следующих целей: создание дренажных конструкций, деление насыпных систем на слои, распределение разных нагрузок, фильтрация жидких субстанций, защита отдельных элементов от разрушения. Функциональное полотно обеспечивает устойчивость дорог даже при сложных рельефах на местности. Полезная информация. При монтаже следует соблюдать технологию. Важно предварительно подготовить поверхность. Грунт разравнивается, с него удаляются все крупные камни и части корней. Использование для дачного участка геотекстиль для садовых дорожек. Пользуется популярностью применение геотекстиля для садовых дорожек. Выполнение оригинальных дорожек можно отнести к важным этапам формирования ландшафтного дизайна. Важным моментом считается создание прочной подушки под подобные конструкции. При этом данное полотно используется как подложка для песка, на который укладывается плитка. Геотекстильная подложка отличается многофункциональностью. Она защищает от сорняков, обеспечивает дренаж и хорошую несущую функцию. Кроме обустройства дорожек, данный материал используется для следующих работ: укрепление склонов парников и грядок, разделение разных посадок, защита культур от сорняков, армирование увлажненных или слишком мягких участков почвы, использование в виде согревающей и укрывной ткани. Геотекстиль для садовых дорожек усиливает прочность сооружений и предотвращает проседание материалов. В ландшафтном дизайне материал используется для формирования цветочных клумб и газонов, а также для монтажа альпийских горок и создания игровых и детских площадок.
В ландшафтном дизайне подобный материал позволяет воплотить в жизнь самые необычные идеи. Полезная информация. На дачных участках часто используется иглопробивной материал, структура которого включает маленькие отверстия. Подобное агроволокно применяется в качестве защитного и укрывного материала. Особенности высадки деревьев и живых изгородей с геотекстилем. Произвольное разрастание корней по участку влечет целый ряд проблем. Среди них нарушение целостности благоустроенных территорий, разрушение пешеходных дорожек, невозможность устранения нарушений без вреда для растений и деревьев. Чтобы избежать этих проблем, следует использовать материал геотекстиль на этапе высадки культур. Геоткань становится защитным экраном, формирующим территорию, доступную для роста корневой системы. Как в данном случае работает геотекстиль и какой лучше использовать? В данном случае оптимальным выбором станет термоскрепленный геотекстиль невысокой плотности, до 200 граммов на квадратный метр. Он характеризуется высокой прочностью и стойкостью к разрыву. При натяжении материал может удлиняться до 70%, что исключает его разрыв и прокол корнями. Если предполагается, что растение обладает мощной корневой системой, следует использовать геотекстиль, сложенный вдвое. Это станет надежной защитой от его разрыва. При этом барьер не влияет на интенсивность роста корней, лишь исключая их проникновение на закрытую территорию. Как использовать геотекстиль? Для создания защитного барьера материал следует укладывать вертикально. Для этого определите, где будет осуществляться высадка дерева, кустарника или живой изгороди. Выкопайте яму необходимого размера. Учтите, что именно этот участок будет доступен растению для роста корней. По краям ямы уложите геотекстиль, не накрывая ее дно. Это крайне важно, так как растение не сможет пускать корни в глубину. Можно оставить края полотна снаружи ямы, лишь слегка присыпав их грунтом. На этом месте не будет расти сорная трава. Аналогично осуществляется высадка живой изгороди, лишь с той разницей, что необходимо вырыть траншею на некотором расстоянии от будущей посадки. Благодаря данному подходу вы получите возможность управлять ростом корней деревьев и кустарников на вашем участке без вреда для самих растений и не нарушая привлекательный вид территории. Как применяется геотекстиль при строительстве домов? В строительстве домов часто используется геотекстиль для фундамента. Чтобы основание под постройкой отличалось прочностью, используется подушка или отсыпка под будущий фундамент. Геотекстиль защищает конструкцию от напора талых и грунтовых вод и от деформации почвы. Также стоит выделить следующие моменты. Полотно предотвращает смещение песка, почвы и щебня. Нагрузка на основание равномерно распределяется. Повышается несущая способность конструкции. Основание становится более стабильным и устойчивым. Разновидности геотекстиля. Определившись геотекстиль, что это такое и как используется, стоит учесть, что данный продукт может отличаться в зависимости от технологии производства. Выделяются следующие разновидности материала. Коландрированный геотекстиль выполняется при скреплении волокон с применением высоких температур. При этом полотно отличается высокими свойствами прочности, что минимизирует вероятность разрывов. Иглопробивной вид производится из пропиленовых и полиэфирных волокон. Сквозь материю может пропускаться вода в продольном и поперечном направлении. Материал вязально-прошивной производится из особых волокон определенной длины. Для крепкого соединения волокон их прошивают нитями. Полезная информация. Данный материал производится из полиэфирной массы. На ленте конвейерах из тюков подобной массы отрываются куски волокон, которые под воздушной струей преобразуются в отдельные нити. Что интересно, 1 грамм такой нитки имеет длину в 3 километра. После процедуры распущивания нити в специальной машине трансформируется в полотно.
какой геотекстиль рекомендуется для дренажной системы. Геотекстиль в дренажной системе применяется в качестве слоя с фильтрацией для перфорированных магистралей. Подобная решетка не только фильтрует воду, но и предотвращает заиливание гравийной подсыпки. Подобный материал не дает перемешиваться различным слоям грунта. Для дренажной системы подбирается продукт со следующими параметрами. Плотность должна быть 150 грамм на метр квадратный. Используется иглопробивное полотнище из мононити. Коэффициент фильтрации составляет около 130 метров за сутки. Плотность при надавливании не должна быть менее 400-500 ньютонов. Ширина рулона зависит от определенного сечения слоя фильтрации. Монтаж полотна выполняется без натяжения. Для нахлеста оставляются припуски размером в 0,3 до 0,6 метров. При работе на больших площадях требуется дополнительная фиксация ткани. После подворачивания краев полотна укладывается грунт и утрамбовывается. Полезная информация. При выборе материала стоит отдать предпочтение продукции проверенных производителей. При монтаже стоит учитывать, что материал восприимчив к влиянию солнечных лучей, поэтому полотно нужно закрывать грунтом как можно скорее. Геотекстиль. Технические характеристики. Геотекстиль отличается доступной ценой и универсальностью. Кроме того, материал отличается следующими качествами: стойкость к окислительному процессу, устойчивостью к различным агрессивным воздействиям, стойкость к грибковым организмам, препятствует росту сорной травы, приостанавливает эрозию грунтов, обладает фильтрующей функцией, способствует ускорению отвода воды, отличается великолепными армирующими свойствами. Правильно выбранный геотекстиль уменьшает потребление материалов, упрощает работу и увеличивает эксплуатационный срок разных сооружений, а также увеличивает прочность и является компактным и удобным материалом. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.